креветками. Приветствую вас, друзья и гости канала, а также постоянные зрители. Вы на канале Ольга Рай. У нас произошло обогащение среды, появились новые жители в аквариуме. Вот такие вот креветки-вишня. Креветка разместилась на градуснике рядом с регулятором и наблюдает, как бегают пузырики. Ну а мы с вами давайте посмотрим других вишенок, куда же они у нас все спрятались. Каждая из них исследует новое место обитания. Это выбрала для себя камушки. Всего их 8 штучек, но каждая для себя ищет свое место. Они пока еще исследуют среду обитания и знакомятся с новыми жителями. В соседях у них мальки малинезии разных расцветок. Периодически они подплывают и рассматривают друг друга. Креветка нашла себе место прямо под кустиком, под листиком и перебирает лапками. Они периодически это делают. Обратите внимание, сейчас я приблизила камеру, как они перебирают лапками. А вот еще одна под другим кустиком тоже примостилась на камушках. Смотрите, как завороженно смотрит на меня. Они пока еще исследуют свою среду, поэтому не особо активны, осторожны, присматриваются. А вот желтая малинезия, кажется, она тоже заинтересовалась креветкой. Обратите внимание, эта креветка разместилась вертикально, прямо на листике. Смотрите, какое у нее полное брюшко и как она лапками двигает у себя по брюшку, как будто гладит себя. Прямо под этим же кустиком криптокарины еще одна креветка-вишенка. Смотрите, как они очень осторожно смотрят друг на друга, рыбки и креветки. Я заметила, что у малька малинезии тоже изменилось поведение. Они присматриваются и наблюдают. Смотрите, как они рассматривают креветок. Рыбки, которые посмелее, подплывают поближе, иногда дотрагиваясь до креветок. При этом креветки шустро меняют траекторию своего движения, но при этом пытаются вернуться на насиженное им место. Смотрите, а эта креветочка
все-таки решила отправиться в путешествие, но делает это очень осторожно. Смотрите, периодически возвращаясь назад, если вдруг перед ней проплывает рыбка. Смотрите, как она осторожно передвигается. Она ищет для себя новое место. И она его нашла на градуснике, прикрепилась прямо по вертикали. Посмотрите, как хорошо видно яркую вишневую расцветку на черном фоне. Рассмотрим креветочку поближе, как она заботливо перебирает лапками. Не зря этих креветок прозвали вишенками за их яркий вишневый окрас. А здесь две вишенки-подружки. Креветки устроились под молодыми кустиками криптокарины. Постоянные зрители не раз видели мою криптокарину гиппонолистную. Она дает много усов, и молодые кустики очень хорошо пучкуются и приживаются. В дальнейшем молодой кустик можно отсоединить, отстричь от криптокарины и посадить в другой водоем, либо в этот же водоем, но на другое место. А мы с вами видим кустик кринума, листочки как зигзаг, тоненькие, длинненькие, создают приятную атмосферу в аквариуме. Этот молодой кустик тоже участвует в обогащении среды, так как он новый гость в этом аквариуме, но, надеюсь, надолго. С правой стороны я расположила валиснерию спиралевидную, которая также участвует в обогащении среды. Это новое растение для моих рыбок и для моего водоема. Надеюсь, оно им понравится. На верхнем листочке анубиса расположилась молодая креветка-вишенка. Когда я ее брала, она была нежно-бежевого цвета, а сейчас потихонечку приобретает вишневый окрас. Посмотрите, она меньше, чем та креветка, которая сидит под кустиком, но будет точно такого же цвета, когда немножко подрастет. Сейчас можно наблюдать, насколько она меньше креветки, которая справа. И вот она решила отправиться в свое путешествие. Ну а тут креветка явно не желает уходить с градусника. Посмотрите, она находится прямо с огонечком. Каждый малючек желает познакомиться с вишенками. Подплывает, рассматривает, иногда дотрагивается и уплывает по своим делам. Сейчас креветочку можно очень хорошо рассмотреть, какой у нее интересный хвостик, лапки, брюшко, глазки и усики. Этой креветочке явно нравится находиться сейчас на градуснике. Он находится в режиме подогрева, и она греет свое брюшко. Молоденький кринум я посадила по центру аквариума. При этом важно глубоко его не сажать, чтобы корни и луковичка не загнили. Справа от кринума я посадила маленькую веточку людвигии. Она еще не особо набралась цвета, но уже видно,
ее красные листочки, которые в дальнейшем приобретут яркий красный оттенок. Вот так выглядит композиция в целом с новыми жителями и растениями. Перед криптокариной расположился Болбидис гидилотис или конголезский папоротник, так его называют, темно-зелеными листьями. У этого папоротника темно-зеленые листья. Посмотрите, вроде бы все растения зеленые, но оттенки зеленого совершенно разные. Криптокарина одного оттенка, папоротник другого, кринум третьего. А валеснерия спиралевидная, она вообще нежно-зеленого оттенка. Листочки анубиаса тоже разного оттенка зеленого. Посмотрите, сколько зеленого, но все разных оттенков. Прямо под анубиусом сидит еще одна вишенка. Я рада своим новым жителям. Надеюсь, моим ребятам они тоже очень понравятся. Они приживутся и подружатся. Друзья и гости канала, пожалуйста, подскажите, а вы чем и как обогащаете свою среду в аквариуме? Буду рада, если вы свои ответы напишите в комментариях и поделитесь своим опытом. А также буду признательна, если вы напишите, чего, на ваш взгляд, не хватает в этом аквариуме. А эта креветка, посмотрите, она до сих пор задними лапками гладит себя по пузику. Очень странное поведение. Вам не кажется? Любители креветок, пожалуйста, подскажите, кто знает, с чем связано такое поведение у креветок? Почему они задними лапками гладят себя по пузику? Посмотрите, у нее большое полное пузико. А эта креветка все-таки решилась покинуть свое насиженное место. Из-под кустика анубиуса она отправилась гулять по дну аквариума. А эта креветка продолжает сидеть на градуснике. Похоже, это ее любимое место. Смотрите, прямо под Людвигией сидит еще одна креветка-вишенка. Рядом с камушками. И все-таки милые создания эти креветки. Немного понаблюдаем за этой креветкой. Она заняла интересную позицию. На градуснике тепло. Рядышком пузырики. И сверху все видно, как на ладони. Уважаемые гости канала и случайные зрители, не забудьте подписаться и поставить свой пальчик вверх.